Летит фея, смотрит, солдатики на танке гусеницу меняют. Спрашивает: солдатики, вы что тут делаете? Трахаемся. Лети дальше. Фея такая: солдатики, хотите по-настоящему? Эти глаза загорелись. 2 года с матрасом спать — это нелегко. Конечно, хотим. Тем более, что смотрят женщина, хоть и фея. Ну, фея взмахнула палочкой, и у танка отлетела башня. В общем, вітаю вас, хлопчики та девчатка. Традиционный мой выпуск. В данном случае речь пойдет о самодельном тепловом насосе воздух-вода. Был мной приобретен тепловой насос, вернее, тепловой насос, наружный блок кондиционера, достаточно мощный, как вы видите, там с 2 вентиляторами. Я сейчас на паузу поставлю, покажу, как, табличку от этого теплового насоса. Был развернута вся система в обратном направлении, то есть он работал без, как кондиционер и только, то есть без отопления. Не было 4-ходового клапана, да его и сейчас нету. Поэтому и я решил его пока не ставить, потому что, во-первых, его нет, во-вторых, на такую мощность, что-то у меня быстро не попался он. Хотелось побыстрее сделать, и сделал, собственно, без оттайки. То есть вот эта вся система работает без оттайки. Сейчас я разверну и продолжу дальше рассказ. Вот, собственно, что написано было на компрессоре, на наружном блоке. Здесь 410 фреон, я заправил 404. Вот так мне захотелось. Чтобы 410, мне не нравится то, что слишком высокое давление. Не вижу смысла работать на таких высоких давлениях. Вот так выглядит эта система. Это датчик, который меряет температуру воздуха на выходе. То есть все развернул, поставил дополнительный фильтр ЭРВ. Я не буду настолько глубоко вникать, что зачем идет. Не специалист все равно не поймет, а специалисту и по картинкам будет все понятно. То есть вот видно новые пайки. Разворачиваю. Закреплены датчики. Вот один датчик. Аж испугался, когда он включился. Потом вот здесь второй датчик. Это как раз получается на выходе с компрессора температура нагнетания. Вот тут температурный датчик. Температура на выходе из испарителя. Вот такая река набежала за ночь. Или озеро. Вот так все выглядит внутри. Это старый экспериментальный теплообменник. Труба в трубе, он сейчас отключен, там даже трубки посняты. И, собственно, вот новый этот теплообменник ПТО. Надо, тут прочитает. Смотровое окно. Видите, чистенькое абсолютно, то есть заполнено фреоном. Циркуляционный насос.
по обратке качает. Это остатки от счетчика воды. Пробовал приспособить сюда датчик холла. Где-то он тут валяется. Ничего не получилось. В общем, надо покупать нормальный электронный счетчик протока воды. Это экспериментировал, не мог понять, что же за проблема. Почему у меня перепад температур 4 градуса и при этом, то есть, не билась мощность и проток там 1 куб. Оказалось, что именно датчики врут цифровые. Вот плата управления. То есть оно все так скомпоновано. Ящик пока не хочу покупать. Я не понимаю, какого размера должен быть ящик. Потому что еще будет электронный трехфазный счетчик. Он тоже где-то, наверное, вот так. Возможно, еще какие-то прибамбасы буду ставить. Вот сейчас выключилось. Интересно наблюдать, как уходит фреон из системы. Вот, собственно, подключение к сети, к локальной. Это датчик защиты от неправильной полярности, последовательности фаз, от низкого высокого напряжения. Тоже подключен к плате. Трехфазный тепловой насос. Еще раз говорю. То есть вот на улице температура. Это вентиляторы когда дуют. Сейчас где-то 2,5. Но учитывая, что идет оттайка, и выдувается холодный воздух через испаритель. И все это дело включено в систему отопления дюймовой трубой. Сейчас идет оттайка вентиляторами. То есть, причем где-то 8-10 минута. Как видите, достаточно сильно сейчас бежит вода. Так, ставлю на паузу, покажу, как начало работы, а потом конец работы цикла. Хочу показать еще вот весь тот самый радиатор чистый, а вот напротив куска полностью замерзшая. Температура на улице 1 градус, плюс 1. И высокая влажность. Так, включился компрессор буквально секунду назад. То есть, видите, еще манометры стоят. Хочу обратить внимание, прошло 15 минут, вода до сих пор по чуть-чуть капает. То есть 15 минут, скажем так, впритык хватает. То есть если бы не обмерзло вот эти 2 трубки, то радиатор был бы абсолютно чистый. Вот он сейчас чистый, кроме вот этих 2 трубок. Могут обмерзнуть и другие трубки. То есть это как карта ляжет, я не знаю там. То есть особой зависимости я не уловил. Почему обмерзают те 2 трубки или другие 2 трубки. Вот он потихоньку выходит на режим. Низкая падает, высокая растет. И теперь я постараюсь показать, что собой будет представлять радиатор в конце цикла работы. Это будет ровно через 15 минут.
Еще хочу обратить внимание, из-за того, что две трубки остались обмерзшими, ну, две параллели назовем это так, из тех 12, у них теплосъем значительно ниже, и поэтому на всасывании температура будет достаточно низкой. То есть, если бы они не были обмерзшие, при нынешних условиях, когда на улице +1, на выходе из испарителя температура была бы около -1, -2 градуса. То есть где-то по сравнению с окружающим воздухом это меньше на 2-3 градуса. А так фактически будет попадать сюда не полностью испарившийся фреон и будет где-то -5, -6. То есть вот как бы некоторый недостаток того, что параллелятся. Ну вот тут есть такой тот самый разветвитель, параллелится на несколько трубок поток рабочего тела. Так, все, теперь следующее включение в конце цикла, ну, может быть посерединке, посмотрим. Прошло 2-3 минуты, видите, потихоньку начинает появляться иней. То есть радиатор начинает белеть, испаритель. Смотровое окно для масла. Must have. Во-первых, если что-то происходит с системой, масло будет менять цвет. Ну и заодно можно контролировать уровень масла. Поэтому, кто будет сам заморачиваться с этим делом, нужно компрессор брать именно со смотровым окном. Было интересно, насколько ж падает температура воздуха после прохождения через испаритель. Вот закрепил датчик. Ну, где-то на 1,5-2 градуса падает. Где-то 8-10 минута работы. Испаритель уже весь побелел. Почти весь. О, видно. Так, компрессор выключился. Вот на этот момент выключения, что собой представляет радиатор. То есть еще не полностью, конечно, промерз. То есть еще можно было бы минут 10 работать. Но из-за вот этой балябухи, сейчас я ее растаю с помощью чайника и посмотрим, сколько проработает цикл. И причем моментально, видите, начинает исчезать вот этот белый налет. То есть и потечет вода. Вот как выглядит, когда оттаял чайником. То есть покрыто таким слоем изоляции, но продувается еще. То есть продувка есть, но она уже хуже. Итак, прошло 22-23 минуты с начала цикла. Видно, что этот самый заросший, не полностью, но продувается хуже. То есть если сравнивать вот здесь, ну, где частично не обмерзший, и вот здесь поток воздуха значительно хуже. И, естественно, срабатывает момент по оттайке. То есть по, скажем так, по переохлаждению воздуха, ну, по низкой температуре на входе в компрессор. Как видите, ну, оно начинает обмерзать, трубки, падает температура, то есть уже не удается снимать
нужное количество тепла с теплообменника из-за того, что он покрывается частично этим мхом и забивается. То есть очень маленькое расстояние между ламельками, и естественно оно очень быстро зарастает. Если его увеличить, ну, вот этот интервал будет больше увеличиться. Но все равно никуда не девается тот момент, что когда иней покрывает сами пластинки, то теплосъем ухудшается. То есть, когда нету вообще обмерзания, то есть разница температур наружного воздуха и вот здесь, на входе в компрессор, на выходе из испарителя, составляет 2-3 градуса. А вот когда начинает появляться тот налет белый, ну, она может составлять и 5, и 6, и 7 градусов. То есть, и, собственно, потом очень быстро эта температура падает, когда забивается полностью теплообменник испарителя. То есть, ну, вот через некоторое, ну, там, я думаю, что минуты 2-3, и он выключится. Забьется еще сильнее. Поэтому у воздушных тепловых насосов и делают расстояние между пластинками чуть-чуть больше. Ну, раза в 2, а то и больше. Вот так выглядит сайт для управления тепловым насосом. Сама плата управления находится на вот этом IP-адресе, ну, в моем случае, в локальной сети. И когда вы открываете в любом браузере этот сайт, у вас, собственно, появляется вот такая картиночка. Что здесь? Ну, во-первых, показывается текущее состояние, вот, плюс дополнительные параметры, время, состояние. Я не знаю, насколько вот эта страничка информативная, я ее практически не пользуюсь. Самое интересное, вот эта картинка, на которой показаны все текущие параметры работы. Понятно, на улице. Датчиков можно поставить значительно больше. То есть сейчас их и так, когда смотришь, вроде много. Но когда смотришь на картинку, понимаешь, что их маловато. Датчик протока не работает. Нету еще пока что датчика, который снимает входящую электрическую мощность. Датчики, которые стоят на во всей системе, это DS18B20. И причем чистая китайчатина, которая точно показывает там где-то от -5 до +20. А как только температура поднимается выше 25 градусов, брехать начинают там вплоть до 5 градусов. То есть вот здесь сейчас показывается разница температур 5 градусов. На самом деле там это 8 или 9. Причем на рынке в основном китайские датчики. Чистое западло. Мы уже заказали датчики фирменные, но еще не приехали. Поэтому цифры такие достаточно фонарные. Также очень много разных настроек. Я пока просто перещелкиваю. То есть понятно, что когда настраивается под конкретный тепловой насос, это все нужно забивать. Еще что достаточно информативно, это статистика. Вот тоже часто пользуюсь. То есть когда открываете, вы можете видеть, как работал в тот или любой момент времени тепловой насос. Ну, вот это он стартовал. Температура улицы 2,1. Ну,
Кому надо, тут может на паузу поставить, посмотреть, как оно работало. То есть, если обратите внимание, температура на выходе испарителя по фреону в начале и в конце. То есть, когда дельта, я настроил, что когда дельта между уличной температурой и на выходе испарителя достигает 7 градусов, то насос переходит в режим оттайки. То есть, лобают вентиляторы, компрессор выключается. И время установлено, вот он выключился в 9:34. И следующее включение произошло в 9:49. 15 минут на оттайку такую. Меньше не успевает стекать. И в результате получаются вот те линзы, которые я вам показывал. Сегодня проработал всю ночь. И в принципе все окей. Ну, это еще видно по температуре на входе конденсатора по фреону и по температуре нагнетания компрессора. То, что здесь разница такая, это скорее всего связано с китайскими датчиками. То есть, если бы заливало, то температура нагнетания компрессора не была бы 52, она была бы там 45, 44, это проверено. Вот когда тогда была линза, что я вам показывал, вот там была температура там порядка 45 градусов. Дальше идем по конфигурации. Привязка датчиков, настройки, датчики температуры. Вот все их привязка. То есть думаю, что просто как бы такой беглый обзор. Нет смысла углубляться в данном контексте ко всем этим параметрам. Настройки ERV. Ну вот, все опции. Я вам говорил о вот этом времени 15 минут. И вот этой дельте 7 градусов. Ну, дальше тут еще и что интересно, отладка. То есть можно посмотреть, что сейчас включено. Вот по галочкам. В ручном режиме можно этими устройствами управлять. То есть если я выключу, то здесь могу галочки ставить, выключать. Ну, это уже можно угробить что-нибудь. Ну и о контроллере. Это к кому нужно обращаться для того, чтобы либо изготовить под заказ тепловой насос, либо, собственно, только получить плату. В общем, обращайтесь, телефон есть. Скорее всего, на этом номере есть и Viber, может и Telegram, точно не знаю. Но Viber точно есть. Вот так. Выводы. При эксплуатации насоса до выше плюс 5 градусов разморозка как таковая не нужна. До плюс 1 можно размораживать вентиляторами. Если влажный, точно работает. Если сухой воздух, где-то до плюс 2. То есть можем сделать выводы, что мы можем эксплуатировать кондиционер, наружный блок кондиционера без каких-либо ограничений при температурах выше плюс 2 градуса. Теперь, если мы хотим все это дело эксплуатировать при более низких температурах, то нам нужна, во-первых, запас по мощности где-то в 1,5 раза, а то и в 2. Во-вторых,
нам нужна схема реверсирования для принудительной оттайки. То есть должен стоять 4-ходовой клапан. Почему запас мощности 1,5-2 раза? Дело в том, что при очень высокой влажности, то есть туман, дождь и температурах около нуля, то есть это может быть плюс 5 градусов, плюс 1 градус, даже если есть схема принудительной оттайки с использованием реверса, в любом случае у вас будет обмерзать кондиционер. Ну, если это именно кондиционер, то он будет обмерзать минут за 15-20 максимум. Если это наружный блок теплового насоса, это будет чуть дольше, но не намного. Дольше за счет того, что будет больше расстояния между пластинами теплообменника. Естественно, вот этот промежуток будет зарастать чуть-чуть медленнее. Но в любом случае, если даже покрылось немножко инеем, теплообмен ухудшается и, естественно, падает коп. Или СОП, кто как называет. Поэтому, грубо говоря, у вас тепловой насос будет работать. 15 минут работает, 10-15 минут отдыхает, оттаивает. И ничего с этим не поделаешь. Если не будет двухкратного запаса мощности именно при 0 градусов, вы знаете теплопотери дома, и запас по тепловой мощности должен быть 1,5-2 раза, лучше 2 раза. При отрицательных температурах, как правило, влажность более низкая, более высокая, более низкая влажность. И, естественно, у вас теплообменник обмерзать будет значительно медленней. То есть это будет, скорее всего, работать и 1,5, и 2 часа. Поэтому там уже не будет столь критично. Но хотя общий коп будет падать там, при минус 5, минус 10, это будет коп 2. Учитывая то, что у вас будет еще тратиться энергия на оттайку. То есть поэтому запас по мощности должен быть 1,5-кратный, как минимум. А так, в принципе, схема рабочая. Я для себя решил, что я дальше этот тепловой насос дорабатывать не буду. Будет стоять в том виде, в котором он есть, плюс геотермальник. С одной стороны, это резервирование мощностей. С другой стороны, там сделаю, например, автоматическое переключение. При температурах выше плюс 5 или там плюс 3 работает воздушник. При более низких температурах будет работать геотермальник. С одной стороны, не так быстро будет замораживаться грунт. С другой стороны, морозить грунт, когда воздух теплый, зачем? В общем, пишите, спрашивайте, будем обсуждать, решать, что делать дальше, как с этим бороться и так далее. Все, пока.